Армия в шоке. Вот что сказал Чонгук во время своей последней репетиции в студии. «Привет, армия!» Ночь, которую никто не ожидал. Это была еще одна тихая ночь. В Сеуле улицы гудели от энергии, когда городские огни отражались в высоких стеклянных башнях. Люди возвращались домой с работы, уткнувшись в свои телефоны и попивая кофе, не подозревая о моменте, который тихо разворачивался за одним тонированным окном. Внутри учебной студии Big Hit, обычно переполненной персоналом, хореографами и шумом, присутствовал только один человек. Никакой команды, никакого освещения, никакой съемочной группы, только он. Джангкук — золотой магнат, мировая сенсация. Артист, покоривший стадионы, побивший рекорды и тронувший миллионы. Но в тот вечер он не был суперзвездой. Он был просто молодым человеком, смотрящим в лицо своему отражению. Комната, зеркало и сон. В студии было тихо, если не считать тихого эха музыки. Джункук стоял перед зеркалом, весь в поту, тяжело дыша. Было видно напряжение в его мышцах, усталость в его позе, но также и огонь в его глазах. Каждое движение отрабатывалось сосредоточенно, намеренно и упорно. Он снова и снова перематывал музыку, повторяя шаги, сводящие с ума точностью. 10 раз, 20 раз, 50. Никто не смотрит, никто не приветствует, никто не находится в центре внимания. Только усилие, только преданность делу. И вот это случилось. Шепот, бормотание едва слышное, но достаточно пронзительное, чтобы потрясти мир. Если я остановлюсь, сейчас все, что я построил, будет напрасным. Вес одного предложения. На первый взгляд это звучит как простая фраза, мимолетное мгновение. Может быть, просто разочарование. Но если вы действительно слушаете, если вы чувствуете это гораздо больше. Это не просто цитата. Это было откровением. Момент, когда Джункук, оставшись один в студии, напрямую говорил со своим прошлым, своим будущим и своей душой. Это было не представление. Это была правда и мир. Ее услышал, когда весь мир замер, чтобы послушать клип. Начал распространяться в интернете. Сначала его опубликовали лишь несколько фан-аккаунтов, а потом он взорвался. Миллионы просмотров, тысячи комментариев, десятки популярных хэштегов, таких как хэш «Если я остановлюсь сейчас», хэш Джонкук вдохновляет, хэш никогда не сдается. Люди не просто отреагировали на видео. Они плакали, размышляли, писали письма, вели дневники, звонили друзьям. В Аргентине болельщик, который собирался бросить школу, решил продолжить учебу. В Египте танцор поделился историей травмы и возвращения, вдохновленной этой цитатой. В Канаде мать написала, что слова Чонгука помогли ей выйти из послеродовой депрессии. Вот какой силой он обладает. Не просто как идол, а как человек. Битва, которую никто не видит. За гламуром кроется боль. За похвалой кроется давление. За приветственными криками скрывается тишина. Джанкук жил под микроскопом более десятилетия. Анализируется каждое его движение, наряд, слово и выражение.
И все же даже, став одним из самых успешных артистов в мире, он по-прежнему входит в комнату для репетиций. Как новичок. Он по-прежнему относится к зеркалу как к учителю. Он все еще боится подвести людей. Поэтому, когда он говорит, если я остановлюсь сейчас, все, что я построил, будет напрасным. Он не говорит о фанатах, славе или чартах. Он говорит о молодом поваре-барахольщике. Мальчик, который оставил бассейн ради мечты. Подросток, который тренировался, пока другие развлекались. Художник, подаривший миру свои 20 лет. Он говорит, я должен продолжать идти вперед ради себя. Что это значит для вас? Давайте будем честны. Разве не каждому из нас в какой-то момент хотелось сдаться, когда учеба стала слишком трудной, когда отношения нас разрушили, когда мечты кажутся слишком далекими. Но слова Джанка Кукука отражают истину, выходящую за рамки музыки. Последовательность важнее таланта. Если вы упорно трудились ради чего-то, цели, видения, версии себя, вы обязаны этой прошлой версии себя продолжать идти вперед. Вам не нужны миллионы подписчиков, чтобы иметь значение. Вам не нужны аплодисменты, чтобы быть значимым. Все, что вам нужно, это продолжать появляться, как он это делал в той пустой студии. От звезды к поп до мирового символа стойкости. Это был не первый раз, когда Джанкук перевернул мир. Но на этот раз все было по-другому, потому что он сделал это не с помощью высокобюджетного музыкального клипа или сингла, покорившего вершины чартов. Он сделал это, тихо произнося предложение в тихой комнате, где никто не видел. И иногда именно тогда рождаются самые сильные истины. Этот момент превратил Джанка из идола в символ. Символ дисциплины, символ смирения. Символ тихого лидерства, в котором мир нуждается больше всего. Не крики, не драма, а просто шепот правды, зажегший огонь в миллионах. Спасибо, Чингук. Спасибо, что не останавливались. Что появлялись в те дни, когда это казалось невозможным. За то, что позволили нам увидеть ваш бой. Потому что вы напомнили нам, что величие не создается перед публикой. Его строят, когда никто не видит. Вы напомнили нам, что если мы зашли так далеко, то нам нельзя останавливаться. Для зрителей. Итак, дорогой зритель, остановитесь на минутку и спросите себя. Какую мечту вы строили? Какой огонь все еще горит в твоей груди? Какая версия вас была бы разочарована, если бы вы сдались сейчас? Пусть слова Джанка Кукука станут вашим гимном. Пусть этот момент в студии станет вашим зеркалом. Пусть это отражает правду. Вы достойны продолжения. Поставьте лайк этому видео, если его слова вас тронули. Подпишитесь, чтобы получать еще больше захватывающих историй из мира музыки и не только. Напишите комментарий ниже, что для вас означало предложение Джанкука. Помните, что некоторые предложения со временем забываются, но некоторые становятся главами в нашей жизни. Среди тысяч слов, которые мы слышим каждый день. Некоторые приходят и уходят, как ветер. Некоторые из них просто фоновый шум, забываемый за считанные секунды. Но некоторые остаются. Они укореняются глубоко внутри.
Они меняют ход нашей жизни. И если я сейчас остановлюсь, все, что я построил, будет напрасным. Это не просто цитата. Это был поворотный момент. Тихий шепот, превратившийся в ревущий огонь. Пламя, рожденное из истощения от готовности сдаться, но вместо этого выбравшее движение вперед. Мы все там были. В тот момент, когда наше тело устали, когда наше сердце полны сомнений, когда кажется, что все разваливается на части. И все же в такие моменты одно предложение может изменить все. Чингук без лишнего пафоса, без драмы просто сказал: «Если я остановлюсь сейчас, все, что я построил, будет напрасным». И мир на секунду остановился. Армия уставилась на свои экраны. Не из-за блеска или гламура, не из-за музыки или безупречной хореографии, а потому что эти слова казались реальными. За пределами всеобщего внимания, плотного графика и давления, связанного с ролью мировой иконы, стоял молодой человек, все еще борющийся с усталостью и неуверенностью в себе. Но я решил продолжать стоять, потому что сдаться никогда не было возможности. Потому что вся тяжелая работа, пот, шрамы, жертвы, все это не будет иметь никакого значения, если он остановится сейчас. И из этого мы извлекли урок. Каждый студент готов сдаться на экзаменах. Каждый работник, который чувствует, что жизнь несправедлива. Каждый боец, сражающийся в своих